Привет, Арми. В этом интервью BTS произошло нечто такое, что фанаты не могли перестать обсуждать. Сначала все казалось обычной журнальной статьей. Чистая картинка, стильные наряды, спокойная энергия. Все выглядело аккуратно и ожидаемо, но по мере того, как участники начинали говорить, атмосфера постепенно менялась. Больше всего фанатов удивило, насколько расслабленно они вели себя вместе. Особенно запомнились небольшие, но запоминающиеся взаимодействия между Ким Тэхёном и Чон Чингуком, короткие взгляды, легкие улыбки, спонтанные реакции, которые казались такими естественными, как будто время никогда не создавало между ними дистанции. Ничего не было натянутым, не было неловкого молчания, просто 7 участников сидели вместе, и все же для многих AR/MY это было более глубокое взаимодействие, особенно в том, как Тэхён и Чингук без слов отвечали друг другу. А затем неожиданно зашла речь об одной теме, и это мгновенно изменило атмосферу в комнате. Когда зазвучала песня «Севен», неловкая атмосфера сменилась легким моментом. Пак Чимин улыбнулся и сказал, что Чингук теперь взрослый, и зал разразился смехом. Но что действительно зацепило AR/MY, так это фирменные, непринужденные комментарии Тэхёна. Немного поддразнивания, но очень личного, Чингук уверенно ответил коротко «ну и что?», и момент сразу же стал чем-то большим, чем просто шутка. Для многих поклонников Тэкука это было не просто случайное взаимодействие, это было чувство комфорта, доверия и давней динамики, которая сохранялась даже перед камерой. Затем другие участники тоже подключились, но внимание снова привлекло то, как Чингук оставался спокойным, в то время как Тэхён, казалось, наслаждался реакцией. Его легкая улыбка, то, как он смотрел на Чингука, стали деталями, которые фанаты будут пересматривать снова и снова. Следующий момент наступил от Ким Намджуна. Пока все смеялись, он спокойно защищал оригинальную версию «Севен», демонстрируя свою полную поддержку, и в то же время камера запечатлела, как Тэхён медленно кивает, а Чингук остается сосредоточенным на слушании, небольшая синхронность, которую многие не заметили. Именно это сделало интервью особенным, не только слова, но и язык тела, то, как они понимали друг друга без объяснений. А когда речь зашла о будущем, настроение стало более серьезным, смех стих, все участники внимательно слушали. Когда RM заговорил о возможности выступить на Супербоуле когда-нибудь, его ответ был полон надежды, но при этом реалистичен, и снова камера показала Тэхёна и Чингука, сидящих тихо, сосредоточенно, словно на одной волне. Не было никаких отвлечений, никакой чрезмерной реакции, только молчаливое понимание, которое казалось сильнее слов. Многие фанаты сказали, что это была самая трогательная часть. Не только о больших мечтах, но и о том, как они все еще думают об этом вместе, как команда. И на фоне всего этого Тэкук снова был в центре внимания, не из-за чего-то грандиозного, а из-за мелочей, того, как они одновременно смеялись, то, как они смотрели друг на друга, то, как их энергия всегда была синхронной. Это интервью было не просто одной цитатой, не просто визуальным рядом, не просто о будущем, а о связи. 7 участников с разными характерами, движущиеся в ритме, и между ними существовала динамика, которую фанаты давно замечали, динамика, которая никогда по-настоящему не менялась. Они могли шутить в одну секунду, поддерживать друг друга в следующую, а затем вести серьезный разговор, не теряя своей искренности, и в этом потоке Тэхён и Чингук по-прежнему передавали что-то знакомое, близкое и настоящее. Вот почему AR/MY постоянно пересматривают этот клип, не просто чтобы увидеть, что говорится, а чтобы почувствовать то, что не говорится. Обложка может намекать на то, что BTS снова на вершине, но для фанатов они никогда по-настоящему не спускались. И, возможно, среди всех этих моментов самые запоминающиеся – это не слова, а скорее молчаливая связь, особенно между двумя фигурами, которые всегда умудряются привлечь внимание, даже не прилагая усилий. Так что вы думаете, AR/MY? Вы разделяете эти чувства по поводу момента с Тэкуком? Или есть другие детали, которые для вас еще более трогательны? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже. Если присмотреться, можно заметить множество мелких деталей, которые на первый взгляд могут остаться незамеченными, но именно это и делает это интервью таким живым. Чем дольше длится ролик, тем яснее становится, что это не просто обычный разговор. Это изображение отношений, которые строились годами, отношений, которые не нуждаются в объяснении словами.
Особенно если вспомнить взаимодействие Ким Тэ-хёна и Чон Чингука, можно заметить повторяющуюся закономерность, которую могут распознать только те, кто действительно внимателен. То, как Тэ-хён время от времени бросает взгляд на Чингука перед реакцией, то, как Чингук остается спокойным, но дает небольшие ответы, как будто понимает смысл слов Тэ-хёна без объяснений, все это кажется таким тонким, но таким реальным. Даже в моменты, когда говорят другие участники, они остаются синхронными, будь то язык тела, выражение лица или просто смена энергии, происходящая почти одновременно. И что еще больше трогает AR/MUI, так это то, как все это происходит естественно, не постановочно, не срежиссировано. Потому что, если бы все зависело только от камеры, такие детали не были бы так заметны. Но здесь мы видим нечто иное, нечто более глубокое. Мы видим, как BTS остаются единым целым, но внутри него есть небольшие связи, которые придают ему свой неповторимый колорит. И один из самых часто отмечаемых моментов – это, конечно же, динамика отношений Тэкука. Когда атмосфера успокаивается, возвращается смех, наступает момент, когда почти все участники говорят одновременно. Но среди шума Тэ-хён и Чингук, кажется, сосредоточены друг на друге, словно ведут свой собственный разговор, пусть и молча. Такие моменты могут показаться простыми, но для многих фанатов они наиболее значимы. Потому что такую связь нельзя заставить, нельзя потренировать, нельзя подделать за одну ночь. Это результат времени, опыта, доверия и единства, которые они разделяли. И по мере того, как интервью медленно подходит к концу, атмосфера снова успокаивается. Участники начинают говорить более задумчивым тоном, обсуждая свой путь, свои достижения и планы на будущее. На этом этапе больше нет громких смехов, нет спонтанных шуток, есть только искренность. И снова мы видим, как все участники внимательно слушают друг друга. Никто не перебивает, никто не пытается перетянуть внимание на себя. Все кажется сбалансированным, все кажется правильным. И при этом Тэ-хён и Чингук остаются спокойными, но сильными. Не благодаря грандиозным жестам, а благодаря небольшим, но неизменным моментам. То, как они остаются сосредоточенными, то, как они остаются в унисон, то, как они поддерживают один и тот же ритм. Именно это в конечном итоге делает это интервью таким особенным. Не из-за одного большого, неожиданного момента, а из-за серии маленьких моментов, которые продолжают связываться друг с другом. Как кусочки, которые, будучи собранными вместе, образуют гораздо большую картину. Картину дружбы, доверия, отношений, которые выдержали так много. Для многих AR/MUI это напоминание о том, что за всеми великими достижениями, за грандиозными выступлениями, за мировой популярностью. Сильными BTS остаются простые вещи – связь, честность и единство. Это интервью, вероятно, будет продолжать распространяться, обсуждаться, анализироваться, но в конечном итоге люди возвращаются к нему не только для того, чтобы найти конкретный момент, но и чтобы заново пережить то, что они увидели в первый раз. Чувство тепла, чувство близости, ощущение реальности происходящего. И, возможно, именно поэтому моменты с Тэкуком в этом интервью так запоминаются, не потому, что произошло что-то грандиозное, а потому, что ничего не было натянуто, все происходило естественно, и в мире, часто наполненном образами, такая подлинность невероятно ценна. Поэтому, когда AR/MUI говорят, что постоянно пересматривают этот ролик. Возможно, дело не только в любопытстве, но и в желании снова почувствовать эту связь между 7 участниками. А еще та небольшая, но значимая связь, которая была очевидна между Тэ-хёном и Чингуком, связь, которую не нужно объяснять, но которую можно почувствовать. И в конце концов, именно это делает это интервью незабываемым, потому что за всеми словами действительно остается чувство. Итак, прежде чем мы окончательно завершим эту дискуссию, последний вопрос ко всем вам, AR/MUI, из всех моментов, которые мы обсудили, из всех мелких деталей, которые вы могли заметить. Вы считаете это обычным взаимодействием, или же за этим скрывается нечто более глубокое? Поделитесь своими мыслями в комментариях, потому что, как всегда, ваша точка зрения – самая интересная часть этой истории.